Мистер Ubisoft, зачем? Зачем вы продолжаете делать свои игры? Это не игры, богом клянусь, это магазины! Мистер Ubisoft, почему вы уволили лучших сотрудников? Ну они женам изменяли, такие не могут быть у нас в компании! Настоящую причину, мистер Ubisoft. Игры! Они хотели делать игры, твари! Последний вопрос, мистер Ubisoft. Это он или она? Анимус определит. А помните времена, когда Ubisoft все любили? Лихие 2018-е. Тогда людям еще разрешалось выходить без чехлов на лице. А все геймеры мира делали ставки, купят ли Vivendi Ubisoft. Ведь мы могли остаться без классических открытых миров с огромным количеством качественного контента и спрятанных сокровищ. Со временем спрятанные сокровища начали появляться даже в городах России. А любовь к играм Ubisoft постепенно исчезла. Не сказать, чтобы кто-то прям очень любил их игры последние лет 7, но хотя бы все дружно не ждали, когда им подорвут офис. И это никак не связано с тем, что игры говно. У Ubisoft просто сейчас период такой, без разработчиков. Ведь зачем нужны квалифицированные профессионалы, работающие десяток лет в игровой индустрии? А давайте их уволим за измену жене и наличие кекса в жизни. А взамен создадим целое отделение по внедрению в игры Ubisoft толерантности. Ведь если вы работник Ubisoft, вам запрещены отношения. Только качественный мужской. Иронично, но большинство вышестоящих лиц слили свои же сотрудники. Вы не в ту сторону воюете. Феминистки будут и дальше вас обвинять в отсутствии женщин в трейлерах и эйблизме. Что вообще, блять, такое эйблизм? Это как-то связано с The Last of Us 2? Эти сумасшедшие сдали топ-менеджера, который бесплатно водил их в стриптиз-клубы для совещаний. Между прочим, всем известно, что в таких местах очень вкусно готовят. Особенно в гейских. Даже легендарного создателя Реймана и Beyond Good and Evil Мишеля Анцеля Ubisoft вынудили уволиться. Ведь вдумайтесь только, он заставлял людей работать на работе. Сука! И это только малая часть, что случилось в начале 2020 года с компанией. В адекватном мире феечек Винс после всех скандалов Ubisoft должны были уже давно разориться, как и положено инди-студиям, которые делают игры из других игр. Шапау! Но финансово французы чувствуют себя весьма... Пенис де большой. Засовывая свои открытые миры во все консоли, которые продолжают кормить компанию. Эти сумасшедшие до 2019 года продолжали выпускать Just Dance на Xbox 360. Ubisoft, пожалейте хотя бы Xbox One. Дайте Филе его уже спокойно отвезти в лес. Филя, я Вальгалла не чувствую. Мы на тебе, сучонок, еще и GTA 6 запустим. Но у ПК аудитории сейчас праздник. Ведь Ubisoft настолько щедрый, что за 1000 рублей отдавали сразу 3 свои главные новинки. Еще и выпустили их практически в 1 месяц. Отличный план, Ubisoft, и я ведь точно оплачу еще 1 месяц, когда пройду все 3 игры за раз. Они вообще в курсе, что на ПК реально покупают игры? Скажите им уже кто-нибудь про Steam. И чтобы успеть за 1 месяц прочувствовать весь потенциал своего косаря в новинках Ubisoft, нужно самое лучшее оборудование. Ведро с RGB-подсветкой, стул с RGB-подсветкой, доставщика еды с RGB-подсветкой и надежную клавиатуру. Ведь клавиатура — это не только способ взаимодействия с играми, это еще и холодное оружие. И чем качественнее клавиатура, тем больше ее шкала прочности. Мне вот выпала легендарочка XPG Summoner. Крепкий алюминий, дорогая покраска, удобная подушечка на магните, а самое главное, единоправильная православная подсветка. Заранее установлено 7 настроек, но с помощью приложения XPG Prime любую кнопку можно настроить как угодно. У меня, например, сочетание клавиш Ctrl LGBT выполняет вход в Европейский Союз. Удобное колесико для громкости и дополнительный USB-вход обеспечит зарядку ваших любимых девайсов. Особенно клавиатура подойдет игрокам в шутеры благодаря максимальной точности каждой клавиши в 1000 Гц. Без понятия, как это работает, но возможно вы будете уклоняться в CS как Нео. Спустя месяц использования все мои 3 руки в восторге от XPG Summoner. А прямо сейчас в этом видео действует 10% скидка. Ссылка при нажатии Alt F4. Особенно советую данную комбинацию при виде значка Uplay. Если это не поможет, обратитесь к экзорцистам. Объективно сложно выпускать хорошие проекты, когда даже новый логотип компании ненавязчиво намекает. И если в 2017-2018 году дела у юбиков шли хорошо, выходили почти настоящие игры. А фанаты всем селом
донатили ради цыганских скинов в Ассасинах. Ведь на кону тогда была судьба всей компании, которую понемногу скупал конгломерат Vivendi. То после решения всех проблем Ubisoft вспомнили, что сами тоже являются корпорацией. И вместо игр придумали новую еврейскую схему заработка. Продавать людям магазины за полноценную стоимость игры у вас появляется невероятная возможность купить вырезанный контент и ресурсы в элитном магазине. Параллельно они изобрели новый формат игр. Если новая игра наполовину сделана из прошлой, это игра. А если они эту игру еще и реально делали с нуля, как настоящие разработчики, это уже игра. Прям что-то новенькое в игровой индустрии. Сколько там это удовольствие стоит? В 2019-м уникальная фича магазинов была в бета-версии, поэтому за весь год не вышло ни одной полноценной части классического фарма от Ubisoft. Зато сразу два продолжения практически одинаковых шутеров от третьего лица. У вас же так хорошо получилось в первый раз. Говорят, если очень долго изучать донатный магазин Breakpoint, магазин Breakpoint начнет изучать вас. Купи пистолетик. Ну хотя бы глушитель. Без понятия, какому сумасшедшему пришла в голову идея сделать из Far Cry New Dawn RPG. Но я вас, блять, предупреждаю. Если в 6-й части я увижу хотя бы одну цифру урона, я лично эпического медведя вам в офис засуну. Освоившись новой схеме, в 2020-м началась реализация главного проекта всей жизни Ubisoft. Игры-сервисы прошлый век, будущее за играми-магазинами. В этом году их вышло целых 3. Еще Ubisoft почему-то решили, что в этом мире слишком мало королевских битв, и выпустили Hyperscape. Поменим. И это мой краткий обзор всех главных магазинов Ubisoft за 2020. После становления CD Projekt самой богатой игровой компанией Европы, реакция Ubisoft была очевидной. Жопа горит! Уже не скрывая, французы начали заимствовать идеи поляков. Ведь по пиратскому кодексу то, чем вдохновлялись, воровством не считается. И так как в 2020 году выходил Киберпанк и Watch Dogs, Ubisoft решили, что Киберпанк отличная идея. Правда, от тематики будущего тут только 2 машины на всю игру и обвешанные RGB подсветкой Неко-трапы. Легион настолько неполноценная часть, что в ней даже блэкаута нет. Эти же дебилы в темноте светятся. К сожалению, это не все отличия от прошлых частей. В оригинальном Watch Dogs оружие мы могли подбирать и покупать. Во втором крафтить его сами, а в третьем стрелять из чего дают. Хоть не смертельного пистолетика, хоть не смертельного автомата, хоть не смертельного гранатомета, хоть не смертельного дробовика. Вот этих сумасшедших. В Лондоне нет ни единого персонажа, который умеет паркурить. В игре от Ubisoft. Покайтесь публично! Во второй части был один-единственный негр, который умел все. От кунг-фу до битвы стальными шарами. Да тут даже в магазин зайти нельзя, как раньше. Переодевайся на улице, цисгендерный ублюдок. А еще вырезали взломы светофоров, подрывы канализации и подслушивание толерантных разговоров прохожих. Это ведь всего лишь игра за 5000 на ПК. Вы что, ожидали, что она будет лучше прошлой части? Это не так работает, мрази! Покупай, ты игру у меня покупай. Особенно Ubisoft постарались с описанием и перками персонажей. Путаны получают меньше урона, способность педофила меньше сидеть в тюрьме, а 58-летняя бабка ищет своих биологических родителей. И даже у нее есть бойфренд, в отличие от тебя. А новый подход к субтитрам заслуживает уважения, ведь очень важно знать, как персонаж рвано дышит, шумно дышит, тяжело дышит, часто дышит, облегченно вздыхает, громко дышит, возбужденно дышит. И раз тут у нас далекое будущее, даже в советском автопроме здесь есть автопилот. Наверное, с точки зрения морали неправильно, что я сбиваю только женщин и черных. Но кроме них в городе никого нет. Во всем виноваты Ubisoft. Да они меня заставляют! А если вам вдруг будет скучно в Легион, то есть вы просто запустите Легион, можете поискать отсылки в персонажах. Отсылка на Хитмана и Джеймса Бонда, хоть где-то он еще белый. И мужик. Отсылка на нормальный Watch Dogs за 1500 рублей. В принципе, игра хорошая, если вы не играли в игры. Да и выглядит красиво. Правда, RTX здесь существо загадочное. Город просыпается, RTX нет, город засыпает, RTX появляется. И каждый раз кто-то убивает сюжет, а мы ищем предателя. А после всего этого давайте дружно сделаем вид, что мы не понимаем, почему Легион никто не купил. Видимо, не все настолько извращенцы, чтобы получать удовольствие при виде внутриигрового магазина в недоделанной игре за 120 евро. За практически аналогичную цену можно приобрести другую игру от Ubisoft для самых маленьких. Immortals, Phoenix, Ryzen. После полного прохождения сюжета за 17 часов у меня логичный вопрос к разработчикам. Зачем и для кого эта игра? У нас уже есть бесплатный Genshin Impact для детей.
Для детей миллионеров, но все же детей. А для кого Immortal? Где каждые 5 минут шутки про банан, кекс и вареник. У кого-то из Ubisoft недотрах? Сюжет здесь еще проще несуществующего сюжета Легион. Злодей-злыдень захватил мир, и мы, герой Добриус, его спасаем, собирая отряд богов. Практически сценарий уровня Мстителей. И куда уж без поворотов с братом-предателем. Брат, ты не можешь быть мне брат. Прости меня, брат, но ты мне брат. Брат не тот, кто брат мне брат. Вообще-то я сестра. А на протяжении игры нас постоянно комментируют Зевс и Прометей. А в основном обсуждают, кто из богов с кем пёхается. Вот же странно, почему детская игра с названием 16+ Immortal Phoenix Rising Season Pass дополнение так плохо продалась. И ладно, глушитель в электромобилях Watch Dogs, там игру чисто по приколу делали. Ну на кой черт вы приделали плотве крылья, если она не летает? Ubisoft, вы, конечно, можете наполнить мир сундуками, загадками и вашим фирменным контентом в отдельном внутреннем магазине, но вы серьезно рассчитываете, что в это кто-то будет играть и донатить после симулятора вайфу казино? Объективно, меня Immortal на кокосовую козу. Но это все дешевые игры, созданные за пару лет 20 привязанными к батареями французами. Главное, доильней по-прежнему остается Ин. И в этот раз французы позаимствовали идеи сразу у 2 одиночных игр. God of War и Ведьмака. Но добавили свою фирменную фишку от Ubisoft. Прошепчи мне это, грязный ублюдок. Магазин. За донат купить здесь можно в принципе все. Я уверен, если хорошо поискать, можно даже найти пропавших детей разработчиков. А, вот они бегают. Их что, заставляли играть в Immortal? Конечно, по сюжету мы в душе брутальный викинг. Но за пару шекелей можно отправиться в страну радужных ЛГБТ-парней. Но вот только донатовской валюты за покупку игры вам дают ровно $300. Хочешь скины? Готовься к... Fisting. Можно, конечно, и без вложений прочувствовать премиальные шкуры. Ведь уже по традиции в игре есть единственный маленький черный барыга, заставляющий вас работать за донатовский шмот. Теперь вы его рабы. Сама же Вальгалла в целом действительно хорошая игра. Что удивительно, ведь Ubisoft сделали все, чтобы вы чувствовали себя в ней нищим. Спрятанных сокровищ и загадок хоть и много, но вот сам лут, получаемый в итоге, обычный уголь. И раз мы играем за мощную расу завоевателей, естественно, наша главная задача — нянчить чужих детей, растущих прямо у вас на глазах, относить алкашей домой, убирать дерьмо, лишать мальчиков девственности, собирать пирамидки из камешков, участвовать в гей-вечеринках и превращать обычную деревню в поселок городского типа с музеями и культурными петушиными боями. Главная же проблема Вальгаллы вовсе не магазин, баги и странный сюжет с волчьим сыном Локи и братом Куколдом, у которого мы уводим жену, будучи женщиной, а бесконечное количество контента. Ассасин превратился в полноценную работу. Сотни, если не тысячи сайд-квестов, сокровищ, тайн, мини-боссов, улучшений, навыков, оружия и шмота. И все это заслуживает своей цены. Вопрос в другом. Почему вот эти мини-игры стоят столько же? И с каких пор все игры Ubisoft на ПК в России вошли в эру 4К гейминга? Ну ничего страшного. И стоимость уже официально будет только расти. При этом магазины в новых играх никуда не денутся. И к чему нас готовит Ubisoft, будет четко понятно только Far Cry 6. Еще нет даже геймплейного трейлера, а уже доступен предзаказ на Ultimate издание с Season Pass'ом. К сожалению, в прошлом году я обошел все скандалы и игры Ubisoft. Но в этом году я постараюсь исправиться. За символическую плату 25 тысяч лайков, и я обозрю их всех. Мой маленький принц, что эти ублюдки сделали с тобой? Я отомщу за тебя, просто дождись!